Для работы беру нитки метражом 180 метров в 100 граммах, спицы 2,5. Набираю эластичным методом набора 26 петель, плюс 2 кромочные. Как набирать таким методом, у меня есть на канале мастер-класс. Я набрала 28 петель. Начинаю вязать с манжеты. Схема в следующем кадре. Первый ряд. Кромочную петлю снимаю. 2 изнаночные петли. Дальше мне надо 2 петли перекрестить. Одну петлю снимаю на добавленную спицу и оставляю перед работой. Следующую петлю вяжу лицевой петлей. Потом с добавленной спицы вяжу лицевую петлю. 2 изнаночные петли. Опять 2 петли надо перекрестить. Лицевые петли вяжу за заднюю стенку. Мне так больше нравится вязать. Вы можете вязать петли любым удобным для вас способом. От этого ничего не изменится. Основное, надо уловить алгоритм вязания носков. Повторяю так вязать на протяжении всего ряда. В конце ряда 2 изнаночные петли. Кромочная. Второй ряд. Первую кромочную петлю снимаю. Дальше вяжу весь ряд, как смотрят петли. В конце ряда кромочная изнаночная петля. Следующий ряд вяжу как первый ряд. Первую петлю снимаю. Весь ряд вяжу по схеме. Потом четвертый ряд вяжу как второй ряд. Таким образом вяжу всю манжету. Манжета у меня получилось 42 ряда. Это 10,5 сантиметра. Теперь перехожу вязать платочной вязкой. Платочная вязка – это когда все ряды, и лицевые, и изнаночные, вяжутся лицевыми петлями. В третьем ряду, в конце ряда, перед кромочной петлей добавляю одну петлю. Мне надо нечетное количество петель. После добавления у меня на спице 29 петель. Связала 14 рядов. У меня это 2,5 сантиметра. Перехожу к вязанию пятки. Начинаю убавление. Первый ряд. Кромочная петля. Дальше вяжу лицевыми петлями. Не довязываю до конца 3 петли. Вяжу 2 петли вместе за заднюю стенку. Последняя петля
изнаночная. Второй ряд. Изнаночная сторона работы. Кромочная петля. Дальше лицевые петли. 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Кромочная, изнаночная петля. Таким образом, вяжу до тех пор, пока на спицах не останется 9 петель. Сделала все убавления. Теперь буду прибавлять петли с боковых кромочных. Первый ряд прибавления. Вяжу с кромочной петлей 9 лицевых петель. В конце ряда крючком за заднюю стенку поднимаю одну петлю и одеваю ее на спицу. Второй ряд прибавления. Изнаночная сторона работы. Все петли вяжу лицевыми петлями, включая кромочную петлю. Потом с боковой кромочной поднимаю крючком одну петлю за переднюю стенку. Поднятую петлю надо хорошо затягивать. В каждом ряду поднимаю по одной петли в конце ряда. Всего надо добавить по 10 петель с каждой стороны. На спицах 29 петель. Такое количество петель у меня было до убавления. Подошву также вяжу платочной вязкой. Все петли вяжу лицевыми. Последняя петля изнаночная. Второй ряд. Первую петлю снимаю. Потом все петли лицевые. Последняя петля краевая, изнаночная. Так надо вязать до конца мизинца, до мыска. Это 12 сантиметров. Довязала до мыска. Делаю убавление петель. Первый ряд кромочную петлю снимаю. 25 лицевых петель. Не довязываю 3 петли. 2 петли вяжу вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Последняя кромочная, изнаночная петля. Следующий ряд. Первую петлю снимаю. Вяжу дальше лицевые петли. Не довязываю до конца ряда 3 петли. 2 петли вместе. Последняя кромочная, изнаночная петля. Вязание поворачиваю на лицевую сторону. Лицевой ряд вяжу как первый ряд мыска. Повторяю убавление в каждом ряду в конце ряда по одной петле. Таким образом, вяжу, пока на спице не останется 9 петель. На спице осталось 9 петель. Теперь мне надо делать прибавление. Первый ряд.
кромочную петлю снимаю. 8 лицевых петель. Всего в ряду 9 петель. В конце ряда из кромочной за заднюю стенку вытягиваю петлю и одеваю ее на правую спицу. Второй изнаночный ряд. Вытянутую петлю провязываю лицевой петлей. В начале ряда всегда буду добавленные петли вязать лицевыми. В ряду вяжу всего 10 лицевых петель. В конце ряда из кромочной петли за переднюю стенку вытягиваю новую петлю и добавляю ее на правую спицу. У меня 11 петель. Вязание поворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны провязываю 11 петель, включая первую добавленную петлю. Довязала до конца ряда. Теперь за заднюю стенку вытягиваю петлю и добавляю ее на правую спицу. На спице 12 петель. Вязание поворачиваю на изнаночный ряд и вяжу так же, как вязала раньше изнаночный ряд. Повторяю лицевой и изнаночный ряд до тех пор, пока на спице не будет первоначальное количество петель 29 петель. Мысок я связала. На спице у меня 29 петель. Петли добавлять не буду. Все время буду вязать на 29 петлях. Начинаю также вязать узором. 29 петель распределяю так. Начало и конец по 3 петли, потом 2 петли узора для симметрии и в середине узор 21 петля. В ряду у меня получается 3 раппорта узора. Первый лицевой ряд. 3 лицевые петли, которые не входят в раппорт узора. Далее 2 изнаночные петли для симметрии узора. Потом 5 лицевых петель. Две изнаночные. Раппорт повторяю еще 2 раза. Не довязываю до конца ряда 3 петли. Потом 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Из кромочной петли за заднюю стенку вытягиваю и добавляю 1 петлю. В работе у меня, как и было, 29 петель. Работу поворачиваю на изнаночный ряд. Второй изнаночный ряд. Все изнаночные ряды вяжу по рисунку. Добавленную петлю в начале ряда вяжу изнаночной петлей. Над изнаночными петлями нижнего ряда вяжу изнаночные петли. Над лицевыми лицевые петли. Не довязывая до конца ряда 2 петли. Провязываю эти 2 петли вместе изнаночной петлей. В изнаночном ряду не добавляю петлю, а поворачиваю вязание на лицевую сторону. С лицевой стороны добавляю петлю из кромочной, захватывая заднюю стенку петли. Добавлять петли буду постоянно только с лицевой стороны вязания. Третий лицевой ряд. Нечетные ряды – это лицевая сторона вязания. Третий ряд вяжу точно так же, как вязала первый ряд.
конце ряда 2 петли вместе. Добавляю из кромочной, захватывая заднюю стенку, 1 петлю. Количество петель на спице не меняется. Постоянно 29 петель. Четвертый изнаночный ряд вяжу как второй. Все изнаночные ряды вяжу по рисунку. В конце ряда 2 петли вместе изнаночной петлей. Вязание поворачиваю на лицевую сторону. На лицевой стороне на правую спицу одеваю с кромочной за заднюю стенку 1 петлю. В работе у меня 29 петель. Пятый лицевой ряд. 3 лицевые петли. Две лицевые петли. 5 изнаночных петель. Повторяю так вязать до конца ряда. В конце ряда 1 лицевая петля, потом 2 петли вместе за заднюю стенку. Присоединяюсь к связанной нижней части носков за счет дополнительной петли. Поворачиваю вязание на изнаночную сторону. Шестой изнаночный ряд. 3 изнаночные петли, 2 изнаночные петли, 5 лицевых петель. Повторяю. В конце 2 последние петли вяжу вместе изнаночной петлей. Седьмой, девятый, 11 ряд вяжу как 5 ряд. Восьмой, 10 и 12 ряд вяжу как 6 изнаночный ряд. Таким образом, присоединяюсь до самого верха, почти до резинки. Всего надо провязать 5 раппортов узора. Провязала 60 рядов. Это 5 раппортов узора. Теперь надо провязать 20 рядов платочной вязкой лицевыми петлями на изнаночной и лицевой стороне. При этом обязательно также присоединяюсь к кромочной петле. Потом с уголка пятки вытаскиваю 1 петлю и одеваю ее на правую спицу.
Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Вяжу лицевыми петлями, не довязывая до конца ряда 2 петли. 2 петли вместе лицевой петлей. Потом на уголке вытягиваю 1 петлю. В этом лицевом ряду и в следующем изнаночном ряду также вытягиваю добавочные петли с уголков. И так у меня получилось, что на уголке с пяткой я провязала по 2 ряда с каждой стороны и вытянула по 2 петли. Дальше вяжу так. Вяжу лицевые петли, не довязывая 2 петли в конце ряда. 2 петли вместе лицевой петлей. Из кромочной за переднюю стенку вытягиваю петлю и одеваю ее на правую спицу. Вязание повернула на лицевую сторону и повторяю лицевой ряд так, как вязала раньше. Потом повторяю изнаночный ряд. У меня на спице 29 петель. Резинку мне надо вязать на четном количестве петель. Поэтому в последнем ряду перед резинкой, это 20 ряд платочной вязки, провязываю в конце ряда перед присоединением не 2 петли вместе изнаночной, а 3 петли вместе изнаночной. Перехожу к вязанию переднего манжета фигурной резинкой. Вязать буду поворотными рядами, без присоединения к связанной половине манжеты. На задней части манжеты начинала вязать резинку после кромочной с 2 изнаночных петель. На передней части буду начинать вязать резинку с лицевых петель. Одну петлю снимаю на добавленную спицу и оставляю перед работой. Следующую петлю вяжу лицевой петлей. Потом с добавленной спицы вяжу лицевую петлю. После лицевых петель вяжу 2 изнаночные петли. Потом опять 2 лицевые петли надо перекрестить. Так повторяю вязать на протяжении всего ряда. В конце ряда должно быть 2 перекрещенные лицевые петли. Кромочная, изнаночная петля. Во втором ряду первую петлю снимаю, дальше вяжу по рисунку. Последняя кромочная петля изнаночная. Следующий третий ряд вяжу как первый ряд. Потом четвертый ряд вяжу как второй ряд. Пятый ряд как третий ряд. Таким образом, вяжу 42 ряда манжеты. Манжета должна быть 10,5 сантиметра. Связала вторую часть манжеты.
Теперь буду закрывать петли эластичным методом. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой петлей. Протягиваю снятую петлю через провязанную петлю. Закрытие лицевых петель делаю так. Накид на себя. Провязываю лицевую петлю с левой спицы. Потом через провязанную лицевую петлю протягиваю накид, а потом протягиваю петлю, которая была на спице. Закрытие изнаночных петель. Делаю накид от себя. Провязываю изнаночную петлю. Протягиваю через провязанную изнаночную петлю вначале накид, а потом протягиваю через нее ту петлю, которая была на крючке до накида. Таким образом буду закрывать лицевые и изнаночные петли. Как закрывать петли эластичным методом, у меня есть на канале отдельное видео. Ссылка на это видео будет в описании. Носки выворачиваю на изнаночную сторону. Соединять две стороны буду соединительными петлями за обе полупетли с каждой стороны. Захватываю 2 полупетли с одной стороны, потом 2 полупетли с другой стороны. Вяжу соединительную петлю. Повторяю, так закрываю до низа. Можно соединить иглой 2 стороны. Возможно, будет аккуратнее. Внизу закрепляю петлю и нить обрезаю. Вторую сторону верхней части носков соединяю точно так же, как соединила первую. Спасибо за внимание. До свидания, до скорых встреч. Подпишитесь, пожалуйста, на канал.